Сегодня у нас прогулка на Читалкаю. Приехали вот в село Веселое за Судаком. Недалеко от дороги поставили машину. Съехать совершенно негде, потому что эти вот такие откосы подходят к дороге, обочины нету. Вот загнали ее вот таким манером. Сейчас полезем. Сначала вот на эту горку, а потом там к маленькому хребту перейдем на Читалкаю. Все мокрое, дождь прошел, прохладненько, но мы все равно решили не отказываться. Вот Наташечка говорит, что мы все равно пойдем. Конечно, пойдем. Вот туда, в горы. Вот туда. Можжевелово, дубовые заросли. Можжевельнички, как будто специально их тут подрезают, формируют, такие красивенькие, ровненькие, ну как все как на подбор. Там пахнут. Не, эти можжевельники надо отдельно поснимать. Один другого просто краше. Красавцы. Маленький, подрастающий. А вот более привычный к колючинам вид. О, вообще здоровенный какой. А этот зеленый. О, еще один такой красавчик. Это вообще, блин. Подъем достаточно крутой местами, но ничего такого выдающегося нету. В принципе, везде можно пройти. Не надо продираться сквозь кусты. Нет никаких пока жестких скальников. Идем себе потихоньку кверху. Здесь по карте вообще немного. Вчера мерил, получилось, что всего 1,5 километра до вершинки. Смотрим. Когда идешь таким уклоном, где-то 30-40 градусов, конечно, все расстояния приобретают совсем иные измерения. Ну, без рюкзаков, поэтому идется хорошо. Спешить не будем. Будем любоваться природой. Нет, тут очень необычно эти Судакские горы. Засыпано камнями, все, дубки растут. Эти можжевельники. Кстати, здесь, в отличие от Бахчисарайского района, ну, пока не встретили ни одного подпиленного можжевельника. Вот такие красавцы растут. Это уже, я думаю, лет за 100. И ничего, ни одного пенька пока не видели. Уже можно делать небольшую обзорную. Поднялись на первую вершинку, она вообще никак не называется. А вот уже видно, в тумане, правда, плохо видно. Нет, еще плохо видно. Вот камень, который справа, сейчас на него поднимемся. И потом еще 2 камня слева. Это, собственно, Читалкая и есть.
Ну, вроде они как бы совсем близко, метров прямой 600-700. Но вот сейчас за счет того, что нам придется можжевельнички спускаться еще вверх-вниз. На карте тут все гладко, типа идем по хребту. Ну вот, видимо, хребет. Сейчас мы по нему пойдем. Но все равно еще придется немножечко попрыгать. В горах по-другому не бывает. Туман, к сожалению, весь обзор закрывает. Только можжевельники радуют. Кстати, здесь другой сорт можжевельников, чем в Бахчисарае. Поэтому, я думаю, они, наверное, уцелели. Они немножко попахивают такой весенней кошатинкой. Такой душок кошачий. Возможно, поэтому их не пилят. Из-за того, что у них, возможно, я предполагаю, что древесины неприятный запах. Потому что основное предназначение, куда все попили на можжевельники, это различные панно в бане, которые, во-первых, украшают, а во-вторых, дают великолепный аромат. Ну, возможно, вот как раз эта древесина и не идет. Слава богу. И тут бы все выпилили нахрен. Ну, вот так пойдем. Да, там бы лощинка. Вроде бы как бы так вот раз и перешел. Ага. Сейчас будем пробовать. Да, камера надо брать что-то с объективом более длиннофокусным, потому что вот летит прям орел такой красивый-красивый. Достаточно близко, а на камере какая-то муха пролетела. А вот еще компания летит. Ух ты, здоровые, а. Ну вот, уперлись тут в такую обрывистую балку. Ты ж не перелезешь. Пойдем посмотрим, что там с другой стороны. Что-то, конечно, вот эти вот обрывы, на карте их сложно следить. Непонятно, в такой вот разве полезешь, блин, сейчас помрешь просто, пока вот вниз спустишься, пока вверх. О, а вот между этими двумя обрывчатыми балками есть специальная такая дамбочка. Ну, как специально насыпали. Отлично. Теперь мы живем спокойно, переходим на следующую гору. Сейчас выйду на дамбу, покажу, насколько она упрощает жизнь. Так бы нам пришлось бы лезть вот сюда вниз, ну, карабкаться на этот склон. Или, что еще хуже, нам пришлось бы лезть вот сюда вниз. О. Так, идем все спокойно, как по шоссе. Отличный маршрут. А здесь вот кусок такого сказочного леса, весь порос лишайником. Все дубы поросли лишайником, причем до того густо. Сейчас заходишь сюда, ну действительно, вот такие сказочные ощущения. Мохнатые лапы. Все переплетено в этих мохнатых лапах. Ну, достаточно редкий лес. Забрели. Тропа выходит не к самой Читалкае, а еще к третьей вершине, к третьей скале. Здесь получается 3 скалы, 2 вместе, одна чуть по сторонке стоит, ну, безымянная. Сейчас пойдем в тропе, потому что с краев овраги, в принципе, особо не срежешь. Садится туман, конечно, по закону подлости. Мы начинаем, сейчас будем как это вот, как ежики в тумане бродить. Вместо красивых видов у нас будет
Загадочный сказочный лес в тумане. А вот это вот море. Потом поедем купаться на море. Вышли мы к этой безымянной скале. Тут она, кажется, не одна. Тут их несколько. Вот напротив видны две вершины Читалкаи. Посмотрим, если тут проход к ним нормальный. Сейчас тщательно обойдем здесь. Надо осмотреться, что у нас здесь за фигуры. Издалека это казалось улиткой. Сейчас вот совсем не улитка. Продолжаем обходить эту улитку, ну, которая совсем не улитка. Здесь она вытянутая. Такая высокая, неприступная крепостная стена. Входим мы ее не только из интереса, чтобы посмотреть, что да как, ну, потому что, собственно, идти-то больше некуда дальше. Тут тропинка идет. Нам надо понять, как нам дальше выйти к этой Читалкае. Читалкая на многих картах обозначается как два брата. Ну, там две скалы стоят вместе. А с крымско-татарского читал переводится как вилы. Сели передохнуть немножко. Ну, не то чтобы устали, а просто красиво. Видно море в облаках. Тут Читалкаи не видно, она от нас метров тут 300-400, но ее не видно, потому что облака сели. Здесь, конечно, портит немножко вид. Это село Веселое. Ну и виноградники, это все массандровские виноградники внизу. Кстати, нигде не проедешь, блин, они все от дороги позагородили, прям вплотную. Вот так, чтобы как раньше можно было проехать сюда чуть поближе к горам. Ну, уже не получается. Там даже и пройти, наверное, не дадут. Приходится идти вот там, оттуда, где мы поставили машину. Вот вершинка, откуда мы пришли, потому что я вот улиткой окрестил. А Наташечка бежит на своем 2 на 2 приводе. Вот немножко разошелся туман, и вот уже видно Читалкаю. Ну, не знаю, на вилку похоже. Сейчас, в принципе, тут достаточно к ней несложный спуск. Спуск-подъем, спуск-подъем. Идем на Читалкаю. Опять начались можжевельники, блин. Красиво так. Какой хочешь формы. Пирамидки, круглые кустики. Вот уже видно получше. Подошли чуть поближе. И видно уже очень хорошо. Несмотря на зиму, да, сегодня уже зима, 3 декабря, вот тут еще наблюдается цветение чертополоха. Зимний чертополох. Опять мы свернули в сторонку, тропинки разветвляются, и надо бы каждое это разветвление, конечно же, обследовать. И вот забрались еще на одну маленькую скалку. Тут должен быть, судя по всему, замечательнейший вид. Ну, облака. На самом деле вида, собственно-то нет. Конечно, на край земли пришли. А то тихо, спокойно. Сейчас еще залезем на одну вершинку. Посмотрим, что там. О, какое классное кострище сложили. С душой. Тут я забирался и сидел вот у костерка. Машинам посидеть. О, горошек растет в декабре.
Да, декабрь в этом году радует. Чертополох цветет, горошек. Ну да, он еще и зацветет. Чего доброго. 4 декабря, как правильно поправил Наташечка, не 3. Я уже сбился в датах. Так, ну, попили чайку. И вот нам идти, ну вот, куда-то туда. Да, какая-то сегодня, не знаю, у нас какая-то туманная серия получилась. Туманное путешествие. Ну вот тут должна быть вот читалка я. Вот прямо вот здесь где-то. Вот. Ну, недалеко до нее осталось. Ну, не снимем, так хоть пощупаем. Вот они. 2 вершинки. Немножко туман расходится. Ну, по мне они больше не на виллы, похоже на какие-то ушки. Ушки такие торчат. 2 ушка. Выходим к первой половинке читала. Первый получатал. Вот второй виднеется. Ну, тут особо не погуляешь вокруг него. Да, тут достаточно отвесные склоны. Переходим к второй половинке. Смотрится здорово. В туманчике, конечно, туман с одной стороны скрадывает много деталей, а с другой стороны это все кажется очень загадочным и волшебным. Здесь та же самая история, вокруг него обойти достаточно будет сложно, мы не пойдем. А ничего особо там и не увидишь, ты снизу. Здесь такой вот спуск достаточно. Вон там тропа пошла. Но не думаю, что там что-то особо стоит смотреть. Спуск каменистый, достаточно наклон большой. Море проглядывает. Так бы его не было видно, но отражается солнце, над морем облаков нет. Отражается солнце, и поэтому вода блестит и очень хорошо видно. Будем возвращаться. Все-таки читал, можно немножко обойти. Тут видно, тропинка идет снизу, видно, снизу на нее поднимается. Тут он вообще по-другому выглядит. Весьма массивно. Так.
скучает, вот Наташка занимается. Селфи, понятно. Ясное дело. Скучает, селфи делает. Фу. Там тропинка внизу, видно, по ней от виноградников поднимаются. С виноградника? Ну, снизу, да. Там в лоб, если лезть. Кто-то повыкладывал узоры с камней. Вот тут плохо различим. А здесь более качественный цветок такой выложили. Шестилепестковой. Ну, прикольно получилось. Любят у нас такие выкладывать всякие из камней, из палочек. Ну, красиво получается, присутствие какой-то неземной цивилизации. Все, топаем обратный путь потихоньку. Туман не расходится. Будем домой двигать. Ну, еще не домой, сейчас до машины, там посмотрим. Так, все, мы уже возвращаемся. Все немножечко можжевельничков. Возвращаемся уже покороче, уже так по прямой фактически. Ну, что сказать, маршрут несложный. Даже сегодня, несмотря на то, что грязно, ноги немного скользят, никаких проблем с хождением нет. А вот мы шли к нашему маленькому турику. Это я делал на случай тумана. Сейчас приходится прибегать ко всяким контрольным, дублирующим мерам для ориентировки. Потому что, во-первых, GPS военные постоянно ломают в самые неожиданные моменты. Вот. Во-вторых, сегодня туман, то есть никаких визуальных ориентиров нету. И поэтому можно заблудиться, ну, буквально в 3 соснах в такой ситуации. Поэтому укладываем всякие турики, таскаем с собой бумажные карты. Вот. Да, еще будет компас купить еще, я так понимаю. Переходим к старому доброму, возвращаемся к старому доброму спортивному ориентированию, как в школе. Итак, смотрим сверху, что происходило. Приехали мы вот по этой дороге. Справа Судака. Здесь поставили машину в начале синей линии. Слева внизу это село Веселое. Машину поставили в этом овражке. Здесь. Вылезли из овражка и пошли вверх. Здесь есть переход между 2 оврагами удобный. Перешли и пошли вверх. Здесь не заблудишься, тропинка хорошая, набитая. Единственное, не надо сваливаться влево во враг, чтобы потом из него не пришлось выкарабкиваться. Поднялись на первую, это смотровая вершинка была, где орлы летали. С нее так спустились вниз. Вот здесь перешли на хребет. И пошли уже вдоль по хребту. Вот к улитке. Вот она. Обошли ее. Здесь вот пошли не начитал налево, да, вот пошли по синей линии вот сюда, вот еще на скалу. Здесь костер, кострище снимал. Здесь вот чайку попили. Обошли ее вот так вот вокруг. И вышли уже на Читал. Обратно с Читала мы уже шли вот так по желтой линии. Срезали. Единственное неудобство среза, это вот здесь достаточно все густо заросло кустами, и надо продираться. Но зато еще вот можно выйти на такой живописный скальничек, полюбоваться видами. Ну и все, вышли и вернулись точно так же, как и шли сюда. Это маршрут есть интересное продолжение. Если вот с этой точки пойти по красной линии, то можно выйти вот сюда, на проселочную дорогу. И по ней уже с небольшим набором высоты, небольшой набор высоты, здесь 520 метров, а здесь уже 600 метров. Перейти на вот Тагал-Бурун. Опять же по этой же все грунтовой дороге подняться на Тарке-Саба, 750-760 метров. И дальше уже идти
по хребту Орта Сырт. Вот, до его окончания. Здесь смотровая, с которой должны открываться красивые виды. Ну и точно так же вернуться обратно. Вот этот красный кусочек в одну сторону 7,5 километров. То есть туда-обратно плюс 15 километров. Это если считать отчитала. В этот раз мы не прошли, как-то не были готовы, и туман был. Все равно ничего не увидели. Но обязательно пройдем в следующий раз.